Всем привет! Сегодня мы с вами сравним двух самых основных конкурентов эфира. Это криптовалюта AVAX и Polkadot. В чем их разница? Какой лучше покупать? Что у нас говорят графики? Ну, прежде всего, давайте буквально коротко о фундаментале, так называемом, хотя фундаментальным исследованием это тяжело назвать, но тем не менее. Новостной фон такой. У Polkadot грядет обновление 2.0, а AVAX близится в сторону, идет развитие в плане токенизирования активов, и все-таки институциональный интерес намного выше именно к AVAX по сравнению с Polkadot. И давайте мы посмотрим на графики, мы будем с вами сегодня именно сравнивать два этих актива друг другу с помощью кастомных графиков, и посмотрим их по отдельности по отношению к доллару и по отношению к битку. Заранее скажу, картина выглядит не очень, что для одного, что для другого, но один все-таки выглядит несколько перспективнее, чем другой. Так что досмотрите это видео до конца и обо всем узнаете. И давайте начнем мы с AVAX. Первое, что бросается в глаза, это пятиволновая структура, которая образовалась в этой области. Да, то есть первая волна, третья, и вот она, пятая. То есть классическая эллиотовская структура. И здесь, по всей видимости, тоже вот закончилась пятеркой. И если так, то вот это падение тоже отображено в виде пятерки. Да, потому что если мы перейдем уже, это у нас месячный таймфрейм, если мы перейдем на недельный таймфрейм, здесь у нас закончилась вся эта история так называемой конечной диагональю, ну, скажем так, в народе нисходящий клин. То есть, видите, вот у нас две линии тенденции, снизу сверху, и в итоге они сонаправлены в одном движении, но движутся навстречу друг другу, образуя характерный паттерн. Такими паттернами обычно новые тренды начинаются, а старые тренды заканчиваются. В зависимости от места имеют они свой прогностический характер. Ну, как видим, этот паттерн отлично отработал, но из-за того, что вот этот вот участок намекает, что это, скорее всего, была пятиволновая структура, и именно она закончилась в виде своей пятой волны, подволны, вот выступил в ней вот эта вот конечная диагональ, нисходящий клин. Здесь, правда, вот видите, четвертая волна немножко не дошла до границы, тем не менее. Можно сказать, что обычно пятерки никогда самостоятельно не ходят, да? Они встречаются только в одной ситуации, мы с вами уже разбирали в прошлых видео. Это такая структура коррекционная, которая называется плоская коррекция. Значит, она состоит из трех волн, и там есть несколько видов их, и первые две волны А и Б, они трехволновые, а С сама по себе идет пятиволновой. Ну вот, допустим, когда биткоин падал с 64 до 15 тысяч долларов, это была АБЦ расширенная плоская коррекция, когда волна А трехволновая, Б трехволновая немножко обгоняет начало волны А, и С-шка у нас пятиволновая. Здесь у нас по времени как раз пришлось, эта структура пришлась, когда, по-моему, то же самое происходило с битком. Да, вот она как раз эта структура. АБЦ, видите, 3, 3, 5. Ну, здесь, конечно, можно поспорить, что здесь вот могла бы быть и пятерка, но тут неоднозначная картина. Больше ложится здесь именно такая расширенная плоская коррекция. То есть я больше к этому склоняюсь. То в этот самый момент на AVAX все-таки больше чистая пятерка. Исходя из этого, можно предположить, что одна сама по себе пятерка в одном направлении не идет. То есть обычно за ней идет еще одна пятерка, и это так называемая коррекция зигзаг. И если так, то обычно волна А равняется волне С, и тогда AVAX еще далеко вниз падать. Да? И цели у нас равенства получается район 3,60, 3,80. Ну, я обозначил этот уровень, то есть в район $4. Плюс конец второй волны потенциальный – это 2,80. То есть сейчас на экране видите разной степени жирности. Зеленые линии – это уровни поддержки, от которых чем жирнее, тем больше вероятность того, что оттуда пойдет отклонение.
Ну и прежде всего нужно обращать внимание, что сейчас в критическом состоянии находится данный актив по отношению к доллару, потому что как раз он лежит на трендовой, которая образована вот этими вот впадинами. Да? 3 впадины уже есть, и сейчас в 4-й раз тестируем эту трендовую линию. Как только прорывается эта трендовая линия, и если уровень 14.65 не выдерживает, то открывается дорога на 8.35. То есть это ближайшая такая мощная поддержка. Раньше там ничего, в принципе, не предвещает никакой остановки. А вот уровень 8.51 наверняка с первого раза пробит не будет. Поэтому и я его выделил жирным. В любом случае здесь у нас есть множество различных отношений друг к другу. И эта волна равна этой, да. То есть сейчас именно, знаете, вот такой вот переломный момент для Авакса я бы выделил. Вот на ближайшее время 2 уровня, да. Важный уровень сопротивления, пробив который, скорее всего, что рост продолжится. И я бы обозначил его красным цветом. И значимость его такая средней величины, поэтому средней толщины. И вот этот вот уровень, да, который выступает в качестве поддержки. Соответственно, они значимы достаточно, равносильно будет считаться по силе движения в ту или иную сторону. И, в принципе, уже сейчас можно постоять немножечко в стороне, и вполне себе будет легитимным занимать длинные позиции на пробое $27 20 центов, и либо короткие на $14 57 центов. Каких-либо здесь бычьих дивергенций ярко выраженных, их здесь нет, да, чтобы сказать, что вот эта впадина является, так сказать, уровнем для разворота, чтобы вот сигналом, что вот здесь как-то могли бы мы развернуться. На осцилляторах, на недельном таймфрейме прямо вот сказать, что здесь вот какие-то дивера есть, ну, только на индикаторе направленного движения. И то слабо выражен. Никакие осцилляторы никоим образом нам здесь сейчас не подсказывают, что здесь будет разворот. Да? То есть, ну, по крайней мере, здесь вот была, да, то есть реакция там на 14.83 до $27. Но для такого волатильного инструмента, который, ну, вот, альткоины все волатильные, этот не исключение. И на недельном таймфрейме рост там на 60-70% это ни о чем, да, то есть если мы получили дивергенцию. Так что здесь каких-то со стороны осцилляторов признаков разворота нет. Тут же также у нас выступает в качестве, значит, 100-недельного, да, двухгодового мувинга практически рядом с этим уровнем и 50-недельная скользящая средняя, вот как раз они будут все где-то здесь вот пересекаться, тоже на уровне $27-28. То есть они тоже будут давить на цену, поэтому очень важно посмотреть, кто победит в этой партии, да, быков и медведей, и тогда занять сторону победителя. Сейчас, я вам так хочу сказать, выглядит положение Авакса удручающим образом, несмотря на то, что здесь локально этот тренд пробит. Да, вроде бы есть некоторые сподвижки, может быть, да, будет рост, но тогда нужно еще одну трендовую проложить, ну и все-таки ломать, да, этот уровень $27-28. Тогда можно о чем-то говорить, на что-то рассчитывать. До тех пор, пока, ну, смотрим. Особо рисковые, конечно, могут попробовать открыться от этой трендовой линии, да, и стоп поставить сюда, но это такая сделка достаточно рисковая и, наверное, с точки зрения техники не совсем верная. Да, лучше уже тогда открыться от каких-то важных уровней поддержки или на пробое. Ну, лучше в данном случае, ну, лучше на пробое, а реакция от поддержки будет на 8.53. То есть такая надежная, если лимитниками заходить и рассчитывать на реакцию от этого уровня. То есть вряд ли он будет пробит с первого раза, какая-то реакция, вероятно, оттуда будет. Но и нужно посмотреть также, да, что есть еще вот такой нисходящий канал, который мы можем обозначить красненьким. И он, видите, мы пока что еще на его медианной линии находимся. Тем не менее, если речь идет о равенстве, да, о зигзаге, то мы должны все-таки достичь канальной линии. Это тоже, опять же, уровень там, ближайший примерно около года, ну, чуть меньше, достичь где-то района $4. Во всяком случае, все эти уровни, которые вы видите сейчас на экране, они получены различными методами, не только путем просмотра различных впадин, да, разных калибров, но и путем различных отношений одних волн к другим волнам, да, то есть применяя волновой анализ. Перебирать сейчас их все я не хочу, тогда видео очень сильно затянется. Давайте сразу перейдем к биткоину. Быстро просмотрим. Здесь у нас по отношению к битку чуть-чуть ситуация получше. Тем не менее, она несколько напоминает и ситуацию к битку.
к доллару. И если здесь рассматривать тоже некоторое правило равенства, хотя здесь намного-намного хуже структура, но тем не менее, даже если равенство посмотреть, то все равно похоже, что как минимум лететь еще процентов на 30-40 просадку словить по отношению к битку. Во всяком случае, тот уровень, который был на аваксе к доллару, да, вот этот вот 8.44, о котором я говорил, здесь по отношению к битку он являлся 0.302955, да, битка. И здесь у нас этот уровень уже давно не выдержал, и это плохо. Это плохо. Ну, единственное, что, знаете, не было возвратного хода непосредственно к этому уровню сопротивления, который здесь был пробит. Поэтому все еще существует вероятность того, что все-таки он сходит и его протестирует. Могут быть движения достаточно волатильные, вплоть до 2 иксов в разные стороны, и это можно даже в какой-то степени считать шумом в преддверии альткоин-сезона, да, потому что следует ожидать десятков иксов, когда наступает альткоин-сезон, поэтому 1-2 икса в разные стороны – это как бы в пределах допустимого риска, когда вы имеете дело с подобными волатильными активами. Я здесь тоже обозначил различного рода уровни. Они одинаковы все по степени важности, поэтому все три линии достаточно жирные. Это 0.3014, 0.301286 и вот как раз 1000, точнее 10 тысяч сатош здесь у нас. Это и психологически важный уровень, и плюс вот эта впадина. Так какая-то вот аналогия можно с эфиром провести. Эфир примерно от подобного калибра впадины оттолкнулся и получил вот этот свой рост от $1300 до 2800. Вот. Ну и, по крайней мере, начал отхватывать доминацию от криптовалютного рынка. Теперь давайте посмотрим на DOT. Здесь у нас один значимый уровень. Можно выделить, это $2.166. Здесь тяжело сейчас сказать, что здесь конкретно происходит в плане волновой теории. Здесь все-таки больше похоже как раз на ту самую структуру 3.3.5, как у битка. Да? Вот здесь вот она. Вот такая расширенная плоская структура. Но в такой ситуации, если бы это было так, то мы не имеем права вообще никак проваливаться под 3.51. То есть, видите, AVAX, он сильнее, вообще сильнее, чем DOT, потому что у AVAX этот уровень, как мы смотрели, да, это вот район 8.29, и он далеко от него находится, то DOT вот прямо вот к нему подошел, к этому уровню, и тут даже был вот какой-то ложный закол. С точки зрения волновой теории, если здесь у нас коррекция уже закончилась, это было только первое движение вверх, то никак мы не могли пойти ниже начала первой волны. Вот оно. Да? А сейчас мы уже находимся ниже этого значения. Вот на данный момент, вот он этот уровень, $3.58. Ну, здесь вот надо выделить, конечно, такие целые кластер поддержек, образованный всеми впадинами, поэтому здесь надо зону поддержки все-таки выделять. Но уже в данный момент, если мы даже просто будем оценивать вот этот вот участок как торговый коридор, то вот то, что вот эта вершинка, она несколько ниже находится, чем это такой слабый, даже вот предвестник уже здесь, даже после прохода середины, можно было говорить, что это слабый предвестник того, что все-таки из этого торгового коридора выход будет в сторону понижения. Да, потому что здесь как-то чуть-чуть более агрессивный продавец в этом участке. Здесь пока что не стоит вообще предпринимать никаких действий, по крайней мере, до пробоя вот этого вот уровня, вот этой вот самой крайней точки, да, вот этого даже ложного пробоя, то есть 3.27. Если будет 3.27 пробиваться, то, конечно, возможно, имеет смысл, покоротить немножко, да, там посмотреть по обстоятельствам на каких-то мелких таймфреймах, попробовать покоротить. В данной ситуации здесь, по-моему, была бычья дивергенция. Ну да, были вот здесь вот в этих впадинах небольшие бычьи дивергенции, но они не отработали. И то, что мы сейчас спускаемся ниже впадины, которая образовала в свое время бычью дивергенцию, да, здесь мы видим и на гистограмме, на линиях, и на RSI, это так называемый обратный сигнал бычьей дивергенции. Когда он не срабатывает, тоже достаточно сильный обратный сигнал. Но, опять же, нужно пробивать впадину, на которой эта дивергенция образовалась. То есть 3.24. Это хороший сигнал на стоп-вход на шорт. Да? То есть либо можете обращать внимание наоборот. Да? То есть от обратного идти
Неважно, вы будете заходить в шорт на пробой этого уровня, либо вы будете закрывать свои длинные позиции на пробой этого уровня. Пока что все-таки еще есть некоторые надежды, пока мы не получили недельную цену закрытия, ну, ниже вот этих вот значений. 3.50, 3.58, то есть сейчас еще все может поменяться. Пока еще у нас до конца недели почти трое суток, ну, все-таки есть некоторая надежда, тлеет она. Во всяком случае, о лонгах здесь в данном случае можно как-то задуматься при пробое 5.41. Тогда можно будет реально подумать о том, чтобы, да, может быть, уже как-то можно попробовать набирать. Потому что здесь у нас есть и скользящие средние, вот, достаточно важные. И, ну, тогда можно будет там подумать, что, да, если здесь был ложный закол, да, ложный пробой, то, может быть, все-таки как-то полетим обратно пробивать этот коридор в одну или в другую сторону. Классические цели для данного коридора, как и для любого паттерна, это высота, то есть по волатильности меряется. То есть меряется этот коридорчик и смотрится вниз. То есть если в сторону понижения пробоя это $1, 4 цента, в сторону повышения тогда у нас цели $40 практически. Но тогда здесь сигнал аж только заход после 11.72. Поэтому предлагаю ориентироваться все-таки на ситуацию с альткоинами в целом, по их здоровью, оглядываясь на биткоин-доминацию. Тоже критическое состояние у Polkadot. В данный момент не очень хорошо выглядит. В случае с тем, как выглядит уже он по сравнению к битку, ну, здесь сами все видите, картина, мягко говоря, удручающая. И если попробуем померить даже по первой волне, то цель у нас 3618, минимально это 233 сатошка. То есть еще где-то процентов на 30 нужно улетать еще вниз. А если по максимуму, да, померить, то это еще даже ниже. То есть это вообще 87, 0.5 нулей 87. Ну, можем еще даже померить другими способами. Можем попробовать посчитать внутренние компоненты волн. Можно предположить, что уже здесь некоторая пятерка развивается, и может быть это последняя вот ее пятерка, да, и здесь мы уже преодолели уровень 0.382, ну и тогда 0.618 это 189 сатош. В общем-то, около этого уровня я и отметил вот этот мощный уровень поддержки. Пока что здесь говорить о том, что это падение закончилось, ну, разве что если покупать, как-то рискнуть, то есть вот за что здесь можно зацепиться только отношениями, да, потому что если у нас на уровнях по отношению к битку нету, по сути, за что зацепиться, то есть мы находимся сейчас в вакууме, это разведка новых цен происходит, здесь классическими методами простановки уровней каких-то в большинстве случаев нельзя определить, где может быть разворот, разве что только отношениями, ну и ближайшее отношение это район 183 сатошика. С другой стороны, можно просто обойтись классическим методом старой доброй трендовой линии, которая редко когда подводит. Вот, и заходить уже на пробой потенциальной четвертой волны, а это у нас 1231 сатош. К сожалению, отсюда очень далеко, плюс 4 икса. И, наверное, психологически не каждый готов пропускать 4 икса, но здесь важно, вот этот уровень все-таки выступает, как был раньше, и поддержкой, да, обозначенной началом торгов и этой впадины. Кроме того, он выступал здесь сопротивлением и здесь сопротивлением. Плюс с точки зрения волновой теории это конец четвертой волны, а если пробивается конец четвертой волны, то это сигнал на разворот, на смену тенденции. То есть со всех сторон и с волновой теории, и с точки зрения и канальной теории, да, опираясь на этот тренд, и с точки зрения уровней поддержки сопротивления, идеальной с технической точки зрения точкой входа будет пробой вот 0.301241. То есть это недельное закрытие над этим уровнем, это мощный сигнал на покупку. Да? То есть но, опять же, достаточно далеко. Каждый для себя выбирает, как ему заходить, ждать все-таки этих цен, даже менее выгодных, но заходить более безопасно, потому что даже в этих условиях здесь будут образовываться тоже впадины наверняка какие-то, вряд ли тут будет какой-то резкий V-образный разворот, и под ними можно будет защищаться довольно-таки безопасно. Вот. С другой стороны, если прямо психологически очень важно, и для вас это сложность, нужно зайти пораньше и купить как по можно более выгодным ценам, то можно потихонечку набирать AVAX
DOT уже сейчас, но, как и любую другую криптовалюту, как я это делаю с экспериментом «Райский портфель» второй сезон, но далеко не на все. Поэтому с точки зрения биткоин-доминации, которую мы рассматривали несколько видео тому назад, советую, кстати, посмотреть, кто не видел, альткоин сезон может начаться уже сейчас. То есть он технически уже для этого созрел, хотя и присутствуют некоторые риски, и там тоже следует дожидаться дополнительных подтверждений. Для себя я избрал стратегию 50-50, 50% сейчас я потихонечку зашел в альты по более-менее текущим ценам, за последние несколько месяцев набирал их, и 50% USDT я оставил на случай, если биткоин-доминация будет сыпаться, точнее расти еще намного выше, а тем самым утапливая альткоины на новое и новое и новое дно. Теперь мы с вами потихонечку подбираемся к самому интересному. Это какой же у нас актив сильнее. Значит, как-то интересным образом получается, что, по-моему, то ли AVAX, то ли DOT, кто-то из них на месяц моложе. Они примерно одинаково запустились, один в августе, другой в сентябре 2020 года. Но тот, который запустился по данным CoinMarketCap в сентябре, на самом деле запустился в июле. Поэтому если мы с вами сделаем кастомный график отношения AVAX к доллару по отношению к DOT к доллару, то мы видим один график. А если мы все-таки то же самое получится в плане отношения, если мы посмотрим на их отношения, их графики отношения к биткоину, то получим тот же график, но за счет того, что имеются более старые цены, мы получим чуть-чуть больше информации за счет вот этого участка. И он выступает у нас в качестве сопротивления. Что в этом графике нам очень важно разглядеть. Да? То есть у нас с левой стороны стоит AVAX, с правой стороны стоит DOT. То есть этот график будет тем выше, чем дороже будет AVAX в полкадотах. То есть если этот график нам указывает на сопротивление и возможный разворот от текущих, плюс техническая картина на это намекает, глядя на этот график, то можно предположить, что все-таки выгоднее в данный момент вкладывается в Polkadot, несмотря на весь институциональный интерес в сторону AVAX. То есть если все-таки выбирать между этими двумя криптовалютами, то технически все-таки целесообразнее, на мой взгляд, отдать некоторый приоритет Polkadot, несмотря на то, что он выглядит слабее. Так что здесь у нас хотя бы есть вот это мощное сопротивление. Кроме того, тут различного рода трендовые линии уже сломлены. Да? То есть можем посмотреть и вот такую трендовую линию. Она, в принципе, легитимна, потому что здесь много реакций было. Да? И такую можно рассмотреть трендовую линию. И какую бы мы сейчас здесь по каким крайним точкам не старались бы трендовую линию провести, эта вещь достаточно субъективная, но тем не менее нужно это делать со всех сторон оценивать, да, потому что все-таки многие люди умеют пользоваться трендовыми линиями, и психологически это может влиять на решение инвесторов. И с этой точки зрения, конечно, есть некоторый звоночек. Да, то есть слом линии тренда и поцелуй так называемой смерти уже трендовой линии снизу. Да? И подтверждение на ослабление дальнейшее AVAX против DOT это спуск под 4,12. То есть 4,12 Polkadot за 1 AVAX. То есть это вот такой вот достаточно сильный уровень поддержки. То есть в данном случае у нас AVAX должен подешеветь на 20%. То есть или разница в ценах между AVAX и DOT должна быть в 20% от текущих значений и ниже, да, и выше, точнее, разница, причем не в пользу AVAX, чтобы подтвердить его дальнейшее удешевление. Во всяком случае, тут есть налицо некоторое закругление, да, можно вот так заметить, и это тоже не в пользу AVAX, то есть явно есть некоторая слабость. Кроме того, если мы откроем уже какой-то более серьезный уже инвестиционный таймфрейм, например, не одна неделя, а месяц, то здесь у нас есть медвежьи дивергенции в плане моментума, есть медвежья дивергенция. Тут на DX не видно, но, по крайней мере, на моментуме есть медвежья дивергенция на месячном таймфрейме. Это серьезно. То есть прямо, очень серьезно, такой мощный на месячном таймфрейме сигнал на понижение. Да? И на RSI, кстати, есть тоже медвежья дивергенция. То есть она легитимна абсолютно, обратите внимание, вот эта вершина ниже этой, эта вершина на ценах выше этой. Да? То есть, причем произошел
переход в нейтральную зону и две вершинки, которые в перекупленной зоне. То есть абсолютно легитимная медвежья дивергенция, которая еще и подтвердилась совсем не так уж прямо давно, где-то полгода в ноябре 2024 года была подтверждена. Хотя цены далеко оттуда, от тех значений не убежали. Поэтому считать, что это медвежья дивергенция нивелировалась как-то еще рано. Да? Во всяком случае, здесь у нас опять же эти два уровня, на которые следует обратить внимание. Можете у себя в TradingView такой кастомный график тоже построить и отслеживать эти две криптовалюты по отношению к друг другу. Можете на экране видите запись. Кому лень переписывать, оставлю чтобы вы могли скопировать, вставить у себя в телеграм-канале. Так что ищите ссылочку в описании, переходите в мой телеграм-канал, как раз оставлю ссылочку именно на этот пост, где вы сможете просто взять, скопировать конкретно этот вот тикер кастомного графика отношения этих двух замечательных альткоинов. Так, что еще можно посмотреть? Ну, давайте еще посмотрим на недельном таймфрейме. Ну, тут вообще очень выраженные медвежьи дивергенции на недельном таймфрейме, тоже как бы не в пользу того, что AVAX будет расти. То есть здесь вот нам со всех сторон, это я сейчас так смотрю, прям намного привлекательнее выглядит, конечно, график Polkadot. Ну и если будем пробивать вот этот указанный уровень поддержки, то, наверное, если у вас и та, и другая криптовалюта, и вы просто их холдите, ждете своего альткоин-сезона, то, может быть, будет иметь смысл даже немножко ребалансировать портфель, немножко переложить своих аваксов в DOT. Почему бы и нет? С точки зрения паттернов каких-то, да, ну, здесь, скорее всего, можно выделить как клин. А если это клин, то цели у него, ну, прям потрясающие. Да? Он обычно выступает в качестве первых волн. Ну, это смотря откуда считать, ну, давайте отсюда, конечно, будет правильнее, то это, конечно, наиболее... Надо хотя бы смотреть где-то не только цели, да, надо смотреть по коррекции по Фибоначчи, совпадают ли они еще с какими-то впадинами, тогда особый вес нужно придавать этим уровням. Ну, 0,382 это 2,18. Вот, значит, золотой карман – это от 0,96 до 0,1-0,9. Ну, можно выделить эту целую зону, где-то что-то среднее. И 89%. Ну, и 100%, конечно. Надо. То есть вот эта зона мы можем выделить прям вот такую зону поддержки. Вот такую, исходя из отношений. Ну и 0,786, видите, тоже совпадает с этим уровнем поддержки. Достаточно много уровней поддержки, и, конечно, можно не только к этому графику, если относиться, да, смотреть на него, на любом графике, любые уровни, побольше их, такие значимые, не игнорируйте. И на них можно пробовать, конечно, какую-то реакцию ожидать. То есть, либо, например, если вы и так пользуетесь стратегией динамического усреднения, вы можете вместо того, чтобы усреднять по равным промежуткам по времени, можете усреднять по конкретным уровням. То есть сразу расставить лимитки и забыл, пойди гулять смело, либо стоп-вход ордера на возможный разворот. В данном случае, если будем превышать этот вот максимум, да, исторически 7 Polkadot'ов за один авакс, тогда, конечно, все-таки будет больше шансов на успех у авакса. Но в данном случае, прямо вот глядя на эту картину, на их отношения, я бы высказался так, что с некоторым преимуществом, наверное, процентов по моему опыту, я, естественно, ничем не могу, никакими исследованиями это подкрепить, но по моему житейскому опыту я хочу сказать, что процентов 65-70 есть вероятности против 35-30% вероятности того, что все-таки авакс будет существенно дешеветь по отношению к Polkadot. Может быть, они оба будут падать, просто Polkadot уже, вероятно, большую часть своего отпадал, нежели авакс. То есть, если даже они будут вдвоем падать, то, по всей видимости, Polkadot будет падать в 2 раза меньше. Если они будут расти, то Polkadot будет расти в 2 раза быстрее. А если авакс будет стоять на месте, то Polkadot против него будет расти. То есть хотя бы в пару раз. То есть как бы вот такие, возможно, есть сценарии. Ну, на этом, наверное, мы сегодня закончим. Так что, ребятушки, давайте-ка подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте колокол, лайки, уведомления, чтобы следующие видео не пропустить. Таких разборов мы будем делать очень много. У нас все равно рано или поздно произойдет альткоин-сезон.
И чтобы в нем, так сказать, попытаться урвать побольше, нужно подобный анализ иногда проводить. Вот так что колокол вот нажмите, чтобы не пропускать. А то, знаете, колокол не нажмешь, уведомления не получишь, а дальше уже и забудешь, кого ты там все-таки смотрел. Ну и напоминаю, тикер сравнения Авакса и Polkadot находится в моем телеграм-канале. Так что подписывайтесь, ссылочка в описании, в первом комментарии закрепим. А я, как всегда, желаю вам всем жирного профита. Увидимся в следующем видео. Пока.